Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас каждый год ждем с нетерпением, но в этом году, наверное, нетерпение было еще более нетерпеливым, чем обычно. Очень много есть тем для обсуждения. Сам форум у нас был в основном посвящен теме мироустройства, как оно меняется и, самое главное, кто, вообще говоря, сейчас в мире власть, кто управляет, можно ли им управлять в принципе. Ну, мы-то обсуждаем как наблюдатели, а вы все-таки власть, поэтому поделитесь с нами, пожалуйста, вашим мнением. Можно? Пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое, уважаемые участники пленарного заседания, дамы и господа, друзья. Я немножко познакомился с дискуссиями, которые здесь проходили в предыдущие дни. Очень интересно, содержательно. Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию и общаетесь друг с другом. Я рад всех вас видеть. На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире. О тех рисках, которые связаны с деградацией мировых институтов, с размыванием принципов коллективной безопасности, с подменой международного права так называемыми правилами. Вот хотел сказать, понятно, кем придуманными, но, пожалуй, и это не точно. Вообще непонятно, кем придуманы. На чем основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власть придержащие, сейчас о власти говорили, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил, и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали. Вот, собственно говоря, те самые правила, о которых нам постоянно, как в народе говорят, толдычат, то есть постоянно об этом говорят. Ценность валдайских дискуссий в том, что здесь звучат самые разные оценки и прогнозы. Насколько они были верны, показывает сама жизнь и самый строгий и объективный экзаменатор жизни. Вот он и показывает, насколько были верны наши предварительные дискуссии в предыдущие годы. Уже, увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию, о котором мы говорили не раз и не два в ходе предыдущих встреч. Более того, они переросли в масштабные эти события, системный кризис, и не только в военно-политической, но и в экономической и в гуманитарной сферах. Так называемый Запад, ну, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего здесь нового тоже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, это здесь нет никаких сомнений, а в силу ряда системных ошибок. Вот как раз тех западных властей, о которых я уже и упоминал. А как мы сейчас видим, плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще такая запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий. Власть над миром – это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Во всяком случае, если прямо не говорится об отрицании, но на практике именно это и проводится в жизни. Как бы никто, кроме тех, кто формулирует эти самые правила, о которых я сказал, не имеют права на самобытное развитие. Все остальные должны быть причесаны вот под эти самые правила. В этой связи напомню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю.
Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, потому убежден, рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется. И в этой связи обозначу некоторые крайне важные для всех нас акценты. Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Как ни странно, но хотел бы начать именно с этого. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых строчках повестки дня. Но эти фундаментальные вызовы, они ведь никуда не исчезли, никуда не делись. Они только нарастают. Одно из опаснейших последствий нарушения экологического баланса – это сокращение биоразнообразия в природе. И вот сейчас перехожу к основной теме, ради которой мы все и собрались. Но разве менее важно другое разнообразие? Культурное, социальное, политическое, цивилизационное. Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего, это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес, навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши оппоненты, так аккуратненько их назову, и пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции. Все очень в конечном итоге на этом треке примитивно. А не случайно Запад утверждает, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. Ну, если это прямо и не говорится, хотя и прямо тоже говорят частенько. Но если прямо не говорят, именно так себя и ведут. И настаивают на том, по сути, по факту жизни, своей политикой настаивают на том, чтобы именно эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения. Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Александровича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата, «длящееся ослепление превосходства». Вот это все и происходит до сих пор. Которое, и дальше цитата, «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 1978 год. Да ничего не поменялось. За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно российское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир. Что хочу на это сказать? Уверенность в своей непогрешимости – это очень опасное состояние. От нее один шаг до желания самих непогрешимых просто уничтожить тех, кто им не нравится. Как они говорят, отменить. Ну, давайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова. Даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологии и военного соперничества никому даже и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов, своих оппонентов. В голову даже никому не приходило. Да, вводились определенные ограничения на образовательные, научные, культурные и, к сожалению, на спортивные связи. Но, тем не менее, и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно, изучая и уважая соперника, подчас кое-что и заимствуя у него, чтобы сохранить хотя бы на будущее основу для здравых, плодотворных отношений. А сейчас что происходит? До сжигания книг в свое время дошли нацисты. А теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные родители либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле
мы уже об этом много раз говорили, настоящая отмена культуры выкашивает все живое и творческое. Не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей, ни в экономике, ни в политике, ни в культуре. Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека, как свободу говорить, что хочешь, делать, что хочешь, то уже в 20 веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги. Оказывается, у открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит, это все происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Чего любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Ну это бред какой-то. Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля. Все это еще в XIX веке пророчески предсказал Федор Михайлович Достоевский. Один из персонажей его романа «Бесы», нигилист Шигалев, так описал выдуманное им светлое будущее. Цитата. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Вот к этому, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты. Ему вторит и другое действующее лицо романа Петр Верховенский, утверждая, что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпионство, что общество не нуждается в талантах и высших способностях. И дальше. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями. Ну вот к этому и приходят наши западные оппоненты. Что это, как не современная западная культура отмены? Вот великие были мыслители, и я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты. Что можно на это сказать? История безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает. Вот только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы кому этого не хотелось. Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты. Сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости. Здесь хотел бы вспомнить еще одного русского философа, Александра Александровича Зиновьева, столетие со дня рождения которого мы будем отмечать буквально на днях, 29 октября. Еще более 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимо, дальше цитата, необходима вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества. Они на это и претендуют. Так и есть. Все так и есть. Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы, как сейчас вот эти самые принципы, о которых постоянно твердят и которые являются непонятной дырой черной. Что это такое, никто не знает. Но как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные страны, а другие государства, и прежде всего речь идет, конечно, о крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял или вовсе отменил многие правила.
и о священных, так называемых священных принципах свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции, даже о праве собственности, вдруг сразу забыли напрочь. Как стало выгодно что-то для себя, так сразу на ходу, по ходу игры меняют правила. Или другой пример подмены понятий и смыслов. Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру: демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, либеральной так называемой модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия, они с презрением, и я хочу это подчеркнуть, через губу, высокомерно отвергали. Такая манера сложилась уже давно, еще с колониальных времен. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. Так и продолжается столетиями до сих пор. Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах. Не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений? И какова же позиция цивилизованного в кавычках Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет. Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах тех же самых. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Вот один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказать, да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? А Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропорядок по-американски либерально. Но на самом деле с каждым днем этот пресловутый порядок умножает хаос. И, добавлю, становится все более нетерпимым. Даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Все подавляется на корню прямо. И вводят еще санкции против своих собственных союзников. Без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову. Ну, например, июльские предложения венгерских парламентариев закрепить в договоре о Евросоюзе приверженность европейским христианским ценностям и культуре были восприняты даже не как фронта, а как прямая враждебная диверсия. Это что такое? Ну, как это понимать? Ну да, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. У нас в России за 1000 лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Ну, не надо ничего отменять. Ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. И у нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это, не понаслышке, люди ходят вместе, отмечают и христианские праздники, и исламские, и буддийские, иудейские. И делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуясь друг за друга. А здесь нет. Почему нет? Ну, хотя бы пообсуждали. Да удивительно все. Все это без преувеличения, даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства по-американски. У них нет идей созидания позитивного развития. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. Убежден, настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России. И никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить.
строить. Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели, более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательнее, чем те, что есть. Но такие модели обязательно будут развиваться. Это неизбежно. Все должны, кстати говоря, американские политологи, специалисты, они же пишут об этом прямо. Правда, их власть придержащие не очень-то слушают, хотя не могут не видеть эти идеи, которые высказываются на страницах политологических журналов и в дискуссиях. Необходимо развивать, развитие должно идти именно в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да, и у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы, оно только, честно, на поверхности только разное. Но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И это чрезвычайно важное, общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Что здесь хочу особо подчеркнуть? Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать. Их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбрал веками каждый народ. Выбирал веками каждый народ. Таково наше понимание традиционных ценностей. И этот подход разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно, ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации. Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле это в интересах и так называемого Запада. Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене. И, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться нужно к этому, безусловно, с уважением. Но, подчеркну, наравне с правами всех остальных. Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ, странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Да пускай делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении. Мы видим, что в западных странах идут сложные демографические, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать. В отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем. Но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует. И диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка. Добавлю, что многополярность – это реальный, а по сути единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. Ну, чего греха таить, мы же все понимаем и говорят в той же Европе об этом прямо. Сегодня это правосубъектность Европы, как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, сильно ограничена. Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены. Ничего из этого не выйдет. Самонадеянное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов, ростом недоверия к их договороспособности в целом. Сегодня одно говорят, завтра другое. Документы подписывают, завтра от них отказываются. Ну, что хотят, то и делают. Ну, где
какой-то стабильности нет вообще, ни в чем. Как документы подписывать, о чем говорить, на что можно надеяться, совершенно непонятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех. Ошибочная политика абсолютно. Ну, в никуда просто. Ну, пускай это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя. И всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить, и платить все большую и большую цену. На месте этих элит Запада серьезно задумался бы над такой перспективой. Так же, как над этим задумываются, как я уже говорил, некоторые политологи, да и политики в самих Соединенных Штатах. В нынешних условиях жесткого конфликта, скажу прямо некоторые вещи, Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии. Просто нужно четко понимать, что есть, как я уже и говорил перед этим, два Запада, как минимум два, а может и больше, но как минимум два. Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшую культуру, но теперь уже и исламских ценностей, тоже значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Но этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие, еще античные корни даже. Но есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальные, выступающие как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится. Вот в 2000 году, после избрания президентом, всегда, с чем столкнулся, и всегда буду об этом помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал. Здесь все взрослые люди, большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимают, о чем я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка. Ну чего? Все мы это пережили. Да больше того, не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу. Мы знаем это. И тем не менее, после стабилизации ситуации, когда основные банды террористов были разгромлены, в том числе и благодаря мужеству чеченского народа, нами было принято решение не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, идти вперед, строить отношения, даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу. Думалось, это в общих интересах. Россия, слава Богу, пережила все трудности того времени, выстояла, укрепилась, с внутренним и внешним терроризмом справилась, экономика сохранилась, начала развиваться, обороноспособность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один. Давайте перестанем быть врагами. Давайте жить дружно. Давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это. И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем практически основным направлениям возможного сотрудничества нет. Получили постоянно растущее давление на нас и создание очагов напряженности у наших границ. И цель, с позволения спросить, этого давления-то какая? Ну какая? Потренироваться так просто, что ли? Ну, конечно же, нет. Цель – сделать Россию более уязвимой, цель – превратить Россию
в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Вот. Ну, собственно говоря, это универсальное правило. Всех стараются превратить в инструмент для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей. А тех, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, против них вводятся санкции, против них или в отношении них проводятся всякого рода экономические ограничения, значит, перевороты готовятся или там, где возможно проводить, проводятся и так далее, и так далее. В конечном итоге, если вообще не удается ничего сделать, цель одна – уничтожить, смахнуть с политической карты. Ну, не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий. Что хотел бы еще добавить? Россия не бросает вызов элитам Запада. Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее. Доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга – это неизбежно привело бы к новому тупику. Я хочу здесь привести слова великого русского философа Николая Яковлевича Данилевского, который считал, что прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, как нас подталкивают некоторые наши оппоненты. В таком случае прогресс скоро бы прекратился, говорит Данилевский, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях. И он добавляет, что ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития. Убежден, диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. Деградация личности – любовь к человеку, как к творцу, примитивному упрощению и запретам цветущую сложность культур и традиций. Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым. Так более справедливыми и открытыми должны стать мировая экономика и торговля. Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Потребует немало усилий. Объединение усилий многих стран. Но сделать это можно. И это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры. Позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более, что, используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом дискредитировал Институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе цап-царап прикарманил наши золотовалютные резервы. Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, состояния их экономик, но будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, будут постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира. Далее. Сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными технологиями и научными разработками в самых разных областях. И по многим направлениям могут успешно конкурировать с западными транснациональными компаниями. Очевидно, что у нас есть общая, вполне прагматичная заинтересованность в честном и открытом научно-технологическом обмене. Вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности. Пользу должно получать большинство,
а не отдельные сверхбогатые корпорации. А как обстоит дело сегодня? Если Запад продает другим странам лекарства или семена продовольственных культур, то приказывают убить национальную фармацевтику и селекцию. Ну, по сути, ведь на практике все сводится к этому. Поставляет станки и оборудование, губит местное машиностроение. Знаете, стоит только... Вот я еще, будучи председателем правительства, это понял. Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы. Все, местный производитель лег. И уже почти невозможно поднять голову. Ну, выстраивают так отношения. Таким образом, происходит захват рынков и ресурсов. Страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня. Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия. Ну, например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры, мы отрасли создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности. Вновь подчеркну, суверенитет, самобытное развитие ни в коем случае не означают изоляцию авторкии, а наоборот, предполагают активное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество на справедливых и равноправных принципах. Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив, раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем. В этой связи Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну, некоторых западных идеологов. Единство человечества не строится по команде «делай как я, будь как я». Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире. В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен. Напомню, что западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, большинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии, там, где возникли очаги древнейших цивилизаций человечества. Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых путей, форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов будем добиваться. Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках одного пояса, одного пути, планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортных коридоров север-юг и многие другие проекты в этой части мира, уверен, это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии.
Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Конечно, если они осуществляются странами соседними в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния. Естественной частью большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность – Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже в чужой периферии и превратились, по сути, в вассалов, часто и без права голоса. Уважаемые коллеги, развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот, в этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. Верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика. Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада. Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача. Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации. Вот на этом бы и хотел закончить со словами благодарности за то терпение, которое вы проявили, выслушивая мое сообщение. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за столь всеохватный текст речи. Не могу вот спонтанно не уцепиться за ваш финал, раз уж вы вспомнили про революционную ситуацию. Верхи и низы, ну, те, кто чуть постарше, все это в школе учили, естественно. А вы сами себя с кем больше ассоциируете, с верхами или с низами? С низами, конечно. Я же снизу. Да. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил. Семья рабочая. Отец рабочий, там, мастером работал в последнее время. Техникум закончил. Мамы не было образования даже среднего. Она просто была рабочей. И нянечкой работала в больнице, и кем только не работал, и дворником работал, сторожем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду, там, в яслях. Вот. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится, очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет? На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей, смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого «золотого миллиарда». Понятно. Мы с вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и обстановка международная были вполне уже напряженные. Но, конечно, когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто идиллия была.
Очень много изменилось за год, буквально мир перевернулся, как некоторые говорят. Вот для вас лично что изменилось за этот год? Внутри, я не знаю, в вашем восприятии мира, страны? То, что происходило в последнее и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении, это не изменения, которые происходят вот сейчас или после начала специальной военной операции России. Нет. Все эти изменения, они идут в течение многих лет уже давно. Просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Вы знаете, вот эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в движении, там где-то в коре земной. Когда, как специалисты говорят, там двигаются, все спокойно и тихо. Но изменения все равно происходят. Вот потом раз, зацепились, энергия накапливается, потом пум, сдвинулись. Происходит землетрясение. Вот накопление этой энергии, так, и потом ее всплеск такой, привели вот к тем событиям, которые происходят. Но они происходили раньше. Ведь в чем суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы, я все время об этом говорю. Да и не только я, разве во мне дело? Они происходят по объективным обстоятельствам. Что-то, значит, уже увядает там из прежних центров силы. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений. Нарождаются новые центры силы, в основном в Азии, конечно. Африка впереди еще. Да, Африка очень бедный континент. Пока. Но, смотрите, потенциал какой колоссальный. Латинская Америка. Все это будет точно совершенно развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. Но то, что не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации, если вопросы будут, я готов еще раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. Но не важно, а важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чем. Они, да, действительно, они только просто высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Но в целом они являются неизбежными, и это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. А если про наше государство говорить, вы что-нибудь новое за год о нем узнали? Вы знаете, что касается нашего государства? Конечно, у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Вот. Но есть экономические потери. Но есть огромные приобретения. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета. Это связано, да, причем по всем направлениям. И в данном случае, прежде всего, в экономической сфере. Ведь совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров. Ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, значит, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий. Ничего нет. Стоит нам только щелкнуть, и у нас все разваливается. А нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал, даже, может быть, мы сами. И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроиться
в сегодняшней ситуации. И объективная необходимость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка. Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут: мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся. Ну а как? Продают за $1 там многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают. Это что такое? Значит, договоренность с менеджментом есть, что вернуться. Ну а как иначе-то? Что подарки такие 2-3 конкретным физическим лицам, что ли, делают? Нет, конечно. Да мы знаем эти настроения. Вот. Поэтому вот это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы все время говорим: мы мы великая страна. Мы можем это сделать. Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии. Какумовские списки вроде отменили, они реально действовали на протяжении десятилетий. Вот. Ну, сейчас обострили, конечно. Ничего, выяснилось, что получается у нас, оказывается. И еще одна очень важная составляющая. Это она носит такой духовный характер. И, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот как бы такой широкий лозунг «своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили. И вот это самое главное. А есть что-то за этот год в нашей стране, что вас вот по-настоящему разочаровало? Да нет. Нет. То есть оргвыводы не нужны, никаких, так сказать, особых изменений не следует? Ну, оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете кадровое решение, это естественный процесс. Все время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить на новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы сказать, что вот кто-то там меня в чем-то разочаровал, и нужно там кого-то разгонять, такого нет, конечно. Отлично. Владимир Владимирович, ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но все-таки это решение такого масштаба, который, наверное, не делаются без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Ну, я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории. Ведь что произошло? Ну, я уже не говорю там про расширение НАТО, которое за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас. И все это знали. Но просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и все. Сказали: ладно, сидите там. И ладно, не буду говорить лишних слов, но, в общем, проигнорировали. Это первое. Второе, что важно, значит, при поддержке своих западных кураторов представители и киевского режима публично ведь отказались от выполнения Минских соглашений. Значит, руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. Публично же сказано. Другие высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются этого делать. Бывший президент сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходил из того, что они не будут никогда реализованы. Но чего еще больше-то нужно? Ведь одно дело, когда что-то нужно внедрить в сознание миллионов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое дело, реальная политика. Вот это все проходит как бы для миллионов людей, о том, о чем я сейчас сказал, незаметно, потому что это
топятся в информационном поле. Но мы-то это знаем. Вот это все было сказано, наконец. Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, продолжаются до сих пор. Но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы, ну, это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы и сделали. Включить их в состав российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Но если мы признаем, значит, включаем в состав российского государства, по их воле, мы же знаем настроение людей. А эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны. Они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были, а обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Ну чего ждать, пока они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий. И эта логика была сформирована не нами. Ну, в 2014 году. Зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что шансов, Виктор Федорович на меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Но может быть только один нет. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините меня, перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно. И не крякать. Будет так, как мы скажем. Но вот по-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот, люди не захотели это признавать ни в Крыму, ни на Донбассе. И все пошло. И все пришло вот к сегодняшним трагическим событиям. Но что мешало тому же так называемому Западу реализовать договоренности, которые были достигнуты в Минске? Да, мне вот лично говорили, ну вот в тех условиях и ты бы все подписал, если бы был в таких условиях. Ну, послушайте меня, но они же подписали. Подписали. Значит, и настаивали на том, что руководители двух тогда непризнанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взяли одного из них, убили вообще Захарченко. Ну, вот все вот эти действия и привели к сегодняшним трагическим событиям. Вот и все. А нет у вас ощущения, которое, честно говоря, есть в обществе, что противника недооценили? Да нет, мы же, знаете, в чем дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Ну вот 8 лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери безосновательно, бессмысленно. Значит, это первое. Второе, что мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет в том, что этот процесс-то будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потери. Вот какими соображениями мы руководствовались. Освоение, натовское освоение территории-то полным ходом шло. И сейчас идет, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшней на Донбассе. Везде были бы. Вот и все. И то, что сейчас мы видим, когда с юга и с севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно. А в условиях, когда бы еще несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, ну и многих и сейчас нет, была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно. А как можно это изменить? Это факт.
Это исторический факт. В IX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность. Сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом все это вместе росло. Значит, это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке-то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. Ну вот отсюда изменения пошли. Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением. Ну, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы. Ну, вот те части, которые попали в, скажем, Польшу, там происходило явное ополячивание и так далее. Язык начал меняться. Но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России, писали письма-то в Варшаву и в Москву. И в архиве же лежат документы. Там написано: мы, русские, православные люди, обращаемся там к вам с тем-то, с тем-то. В Россию, в Москву обращались с просьбой принять в состав России, а в Польшу обращались с требованием соблюдать интересы и их православные традиции. Но писали: мы, русские, православные люди. Это же не я сказал. Это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Да, дальше все начало происходить по своим законам. Значит, возникла огромная Российская империя. Европейские страны пытались и создали отчасти такой барьер между собой и Российской империей. Известный принцип еще с античных времен: разделяй и властвуй. Вот начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это начало происходить. Приобретало все больше и больше размах и поддерживалось прежде всего Западом. Конечно, в части этого населения, значит, это культивировалось, кому-то это начало нравиться, и по особенности своей есть исторические, языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью: разделяй и властвуй. Ничего здесь такого необычного это нет. Ну, достигли определенных целей, безусловно. А потом это выродилось вообще в сотрудничестве с Гитлером во время Второй мировой войны, когда украинских коллаборационистов использовали для проведения акций по уничтожению и русских, и тех же поляков, и евреев, и белорусов. Но это же хорошо известно, это исторический факт. Значит, каратели поручали самые грязные кровавые дела, прежде всего бандеровцам. Ну, вот все это часть нашей истории, но то, что в основе своей русские украинцы – это, по сути, один народ, здесь это исторический факт. У нас же тогда гражданская война, получается, частью собственного народа. Ну, отчасти, да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин. И прежде всего потому, что, создавая Советский Союз после крушения империи, как я уже писал в своих статьях и говорил неоднократно, большевистское руководство того времени приняло решение, дабы ублажить так националистически настроенную часть большевиков, которые были родом с Украины, значит, наделить их исконно русскими историческими территориями, не спрашивая населения, которое проживало на этих территориях, передали туда всю Малороссию, все Причерноморье, вот весь Донбасс. Причем Донбасс сначала решили отдать в Россию, потом приехала делегация с Украины, пришли к Владимиру Ильичу Ленину, он вызвал представителей Донбасса и сказал: надо перерешать. Вот перерешили, отдали назад в Украину. Но в этом смысле Украина, конечно, складывалась как
искусственное государство. Тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт, Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских. Значит, отобрав у этих стран их территории, он полякам, которые не участвовали в гитлеровской коалиции, часть немецких земель, восточных немецких земель. Это хорошо же известно все. Это же исторические факты. Таким образом сложилась вот сегодняшняя Украина. Но, честно говоря, вот сейчас я просто вот о чем подумал. Откровенно говоря, единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. Про гарантов говорили, я помню, весной, потом все это куда-то ушло. Все-таки вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые действия, там много всего. Но и вы, и официальные лица российские неоднократно говорили, что специальная операция идет по плану. Вот все-таки какой план, честно говоря, общество не очень понимает. В чем план? Вы понимаете, значит, мы изначально, ведь я изначально говорил прямо в день начала операции, самое главное у нас это помощь Донбассу. Ну, смотрите, значит, я уже упоминал об этом. Если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы. Это первое. Второе, Луганская Народная Республика освобождена полностью. Идут мероприятия военные, связанные с самой Донецкой республикой. Ну и, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят свое будущее вместе с Россией, как мы могли на это не откликнуться. Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все являемся. Они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Вот. Но план был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну это нужно, я знаю, конечно, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать. Спасибо. Дорогие друзья, ну я удовлетворил свое первичное любопытство, монополизируя все. Теперь, пожалуйста, желающие могут задать вопрос. Так, давайте начнем. Иван Сафранчук. Иван Сафранчук, МГИМО. Вы сказали, что нам предстоит очень важное десятилетие в развитии мира и нашей страны. Но создается такое впечатление, что есть некоторая дверь в это десятилетие. И вот у меня как раз вопрос об этой двери. В последнее время многократно... Поближе микрофон. Да. В последнее время многократно возрос накал ядерной риторики. Украина от просто безответственных заявлений перешла к практической подготовке ядерной провокации. Представители Соединенных Штатов и Британии делают заявления, в которых звучат такие нотки о допустимости применения ядерного оружия. Байден, скажем, говорит о ядерном Армагеддоне, и тут же в Америке идут комментарии в том духе, что, мол, не страшно. И при этом Соединенные Штаты в ускоренном порядке размещают в Европе модернизированные тактические ядерные бомбы. Получается что-то вроде того, что ядерным оружием бряцают, а уроки Карибского кризиса признавать отказываются. Вот поясните, пожалуйста, Владимир Владимирович, мир действительно находится на пороге возможности применения ядерного оружия, и как в этих условиях будет себя вести Россия как ответственная мировая ядерная держава? Спасибо. Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Первое. Второе.
цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. И провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия поставлено именно, используется именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная цель. Что происходит в действительности? У нас мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Ну вот госпожа Ли Страс, недавняя премьер-министр Великобритании, она же прямо сказала в разговоре с представителями прессы: да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, ну, близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее. То в Вашингтоне бы публично сказали: мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было, но просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция. Что нас начинают шантажировать. И что нам? Совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли? Серия других заявлений идет по этому поводу. Руководство, значит, киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Вот это первая часть марлезонского балета. А дальше? Вот постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной электростанции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, а постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Но они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Вот я разговаривал, уже пару месяцев прошло, наверное, с одним из западных лидеров. Он говорит: уберите, я говорю, что надо сделать? Уберите тяжелое оружие с Запорожской атомной станции. Я говорю, согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжелого оружия. Да? Другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеетесь, вот это смешно, но на самом деле это почти дословно. Я же говорю, послушайте, там вы просили, чтобы находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились. Они там. Они даже отказались жить в гостинице. Они живут прямо на территории атомной электростанции. Прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит. Кто стреляет, и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто. А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Это бред. Казалось бы, бред. Но это происходит же на самом деле так. Я тоже уже публично говорил о том, что там, по-моему,
3 или 4 линии высоковольтных электропередач повалили диверсионные группы киевского режима вокруг Курской атомной электростанции. Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Ну, поймают, надеюсь, когда-нибудь. Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнеров. Тишина, как будто ничего не происходит. То есть они стремятся вот к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и значит, раздуть какой-то новый виток борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Но другого смысла я просто не вижу. Но это же происходит. И вот теперь новая, значит, задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же вот просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала. Нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Но мы не можем проходить мимо таких вещей. Вот сейчас говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за, и как можно быстрее нужно это сделать, и как можно шире, потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим. Ну и, наконец, по поводу применения, неприменения. Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну, какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов, суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было. Военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю. Зачем нужно было добивать Японию ядерным оружием? Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию. Что даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы, просто надо брать пример, наверное, в чем-то с них. Просто красавцы. Но это происходит, это есть в жизни. Ну так вот, США единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие. И сделала это, потому что посчитала, что это в их интересах. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть ее прочитают, в соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Вот у нас буквально завтра 60 лет главного дня Карибского кризиса. Вот кульминация, когда, собственно, решили отступить. Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, ну, вернее, Хрущева, получается? Мы можем до такого дойти? Ни в коем случае. Не дойдем? Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае. Хорошо. А в роли лидера, которому придется решать вот этот вопрос такой? Мы готовы к решению любых вопросов. Мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединенным Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили. В декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы, пожалуйста.
А если не хотят, не надо. Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие. Нам, в принципе-то, ничего не нужно. Мы самодостаточно себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят, и по гиперзвуковому оружию, это очевидно. Высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас все есть. И мы развиваем эти технологии. Если кто-то хочет с нами вести диалог на этот счет, мы готовы, пожалуйста. Так, Расиган Махарадж, дайте, пожалуйста, он руку тянул. Thank you very much. You have answered a direct point that I raised earlier, but if I could expand upon what I'd asked. Escalating and accelerating crises continue to further reveal the precarity, the precarious position we are in and what our system currently is driving us towards. So unequal exchange continues, as you pointed out, inequitous distribution, especially of human capacity, capability and competence, render future prospects of reconciliation and reform inside an unfair yet hegemonic system extremely bleak. Sanctions, fear of reprisals have rendered monetary sovereignty meaningless, especially with the weaponization of the payment system. In our contemporary conjuncture, what could then constitute a more democratic and workable alternative to the current international system of payments and settlements? Да. Это один из ключевых вопросов. Один из ключевых вопросов сегодняшнего развития и будущего не только финансовой системы, но и мироустройства. Вы попали прямо в десятку. Значит, после Второй мировой войны Соединенные Штаты создали Бреттон-Вудскую систему, укрепили ее многократно по самым разным векторам, работали, создали международные институты, которые находятся под их контролем и в сфере финансов, в сфере международной торговли. Но они дают сбой, очевидно. Значит, огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллар в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Подрывает доверие к доллару, ну и к другим резервным валютам. Капитально подрывает. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались, стоит ли держать, значит, золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень такая мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их, по сути дела. Выйти очень сложно. Но на будущее все задумались. Значит, я уже сказал, могу только повторить, в чем мы видим будущее международной финансовой системы. Ну, во-первых, это такой общий посыл, тем не менее, всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие. И нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже применительно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной. И, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира. И вот если это будет создано, а это непростой процесс, очень сложный, но это возможно, тогда более эффективно будут работать и международные институты, их нужно либо реформировать, либо создавать заново, международные институты помощи тем странам, которые в этой поддержке нуждаются. И прежде всего нужно будет на базе вот этой новой финансовой системы обеспечить трансфер образования и передачу технологий. Вот если вот все вместе это суммировать, собрать как палитру необходимых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель, и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам вот этого золотого миллиарда, о котором мы говорили.
И как предтеча, что ли, вот создания такой системы, это, конечно, необходимость расширения расчетов в национальных валютах. И с учетом того, что финансовые власти США используют доллар как оружие и создают проблемы для расчетов, и не только нам, но и нашим партнерам, и другим странам, конечно, вот стремление к независимости, оно неизбежно будет развивать расчеты в национальных валютах. Вот, например, с Индией у нас по экспорту, по-моему, уже 53% в расчетах используем национальные валюты. По импорту где-то, не знаю, где-то 27% примерно. И с другими странами развивается очень активно, развивается расчет. С Китаем очень активно развиваются расчеты в юанях и рублях. И с другими странами, перечислять всех не буду. Так что, вот, что касается собственной финансовой системы, то, на мой взгляд, генеральный путь развития – это создание деполитизированных, основанных на национальных валютных системах, такой наднациональной мировой валютной системы, которая бы, безусловно, обеспечила расчет. Это возможно. В конечном итоге, так или иначе, исходя вот, сделай первые шаги в расчетах национальных валют, потом на региональном уровне, мне кажется, этот процесс будет развиваться. Так, коллеги, пожалуйста, когда задаете вопрос, представляйтесь. Вот Расиган Махарадж, у нас ГЮАР, чтобы понятно было. Алик Искандерян. Владимир Владимирович, я из Армении приехал, и вопрос мой касается моей страны, моего региона. В последнее время активизировались дискурсы о подготовке договора между Арменией и Азербайджаном. И эти дискурсы в основном о том, что существует два конкурирующих проекта. Да, ну, так сказать, российский, предлагаемый российским посредником, и западный. Ситуация довольно рискованная, ситуация и вообще в регионе есть риски, она не очень спокойная. Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собирается реагировать на эту ситуацию и каким образом Россия планирует действовать в дальнейшем в этом контексте? Спасибо. Вы знаете, я не знаю, может быть, я не знаю, даже говорили об этом раньше или нет, публично. Может, говорили, а может, нет, но я скажу, не вижу здесь, если даже не говорили, секретов никаких не вижу. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала 7 районов Азербайджана. Мы говорили, ну, давайте будем двигаться к нормализации отношений. Вот есть 2 района, которые Лебаджанский и там, южнее, значит, вот коридоры эти, большие районы. Да? На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной, отдайте 5 районов, но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом, вот 2 района огромные, между прочим, вполне достаточно. И мы считаем, что это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Теперь вопрос о регулировании, о мирном договоре. Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и
делимитацию, значит, границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем Армении и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый Вашингтонский, насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, ну, пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и Армения считают, армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, так, что надо эти особенности учитывать, и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжелый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнером, союзником. И мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения. Вы 2 года назад на наших же беседах очень высоко отозвались о президенте Эрдогане, что он хвостом не виляет, настоящий мужик. За эти 2 года много чего тоже произошло. Ваша оценка осталась той же? Ну да, он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. Вот в значительной степени этим объясняется его позиция и по вопросах энергетики, в вопросах строительства, скажем, турецкого потока. Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей в Европе. Турецкая сторона согласилась, тоже, конечно, прежде всего исходя из своих собственных интересов. Значит, в сфере туризма много интересов, в строительном секторе очень много интересов, в сельском хозяйстве. У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. И поэтому, да, и президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих сторон. Но он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы. И в этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Вот, пожалуй, это, наверное, самая главная характеристика. Он надежный партнер. А сам он сесть на шею не пытается вам, например? Вы знаете, я же сказал, что президент Турции непростой партнер. И он всегда отстаивает свои интересы. Ну, не личные, а интересы страны. Но это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Мы боремся за то, чтобы принимаемые решения были и оптимальными для нас. Ну, как правило, повторяю, находим эти решения даже по очень чувствительным вопросам. Вот в Сирии, допустим, в вопросах безопасности, ну и по экономике, в том числе по инфраструктуре. До сих пор нам все это удавалось сделать. Повторяю еще раз, это чрезвычайно важно. Ну, мы понимаем, что если мы прошли трудный путь,
было трудно договориться, но мы договорились о чем-то, можно быть уверенным в том, что это будет сделано. Это вот самое важное – надежность и стабильность в этих отношениях. Даян Джейтилека. Thank you. My name is Dayan Jaitilaka, former ambassador of Sri Lanka to the Russian Federation. Mr. President, it is said that Russia is now facing a proxy war waged by the collective West and NATO. If so, it is probably the most serious threat faced by Russia since 1941. At that time, during the Great Patriotic War, the Soviet leader, who was a communist, reached out to the Orthodox Church and to Russian nationalism in order to form a broad front to defend Russia. Would you say that in a similar spirit, you would revisit the Soviet-Russian past, the communist heritage from 1917, to extract any useful elements of it, including the history of the Red Army? And would you think it worthwhile to reach out to the communist elements, however few they are, in Russia, to join in a broad patriotic front? Thank you. Моя позиция заключается в том, что я считаю необходимым использовать все наше наследие историческое. Я считаю, что нельзя отказываться ни от чего. Не от того положительного, что было в истории России, связано было с царской империей, не того положительного, а было немало положительного в истории Советского Союза. И там были свои минусы, свои проблемы. Они по-разному преодолевались и имели разные последствия. Что касается отношений, значит, с левой частью нашего политического спектра и с другими политическими течениями. Вы знаете, ведь особенность сегодняшней России заключается в том, что по поводу борьбы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус. Да, есть люди абсолютно прозападной ориентации, которые живут там в основном, ментально там, семьи у них там, дети там учатся. Значит, ну да, есть такая небольшая часть. Но она всегда была и всегда есть во всех странах. Ничего здесь особенного. Но в целом очень большая, консолидация очень большая. Вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России. Ну, люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все национализировать опять, там, все огосударствлять нужно и так далее. Насколько это эффективно, ну, трудно сказать. В чем-то и где-то в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого. У нас даже есть закон о национализации, но мы этого не делаем, нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы, но под контролем, разумеется, государства, государственной власти, под контролем народа. И используя эти преимущества, направлять их на главную цель, на повышение благосостояния страны, на борьбу с бедностью, на расширение наших усилий и достижение лучших результатов в области жилищного строительства, образования, здравоохранения, решения других чрезвычайно важных для людей вопросов. Значит, поэтому мы работаем и с уважением относимся к тем людям, которые придерживаются левых взглядов, в том числе коммунистических убеждений. Советский Союз, как вы правильно сказали, сами упомянули, жил долгое время под контролем, под руководством коммунистической партии. Сейчас не буду вдаваться там в детали, где там что было хорошо, что плохо. Вы упомянули о религиозных организациях. Но они у нас все, у нас 4 традиционных религии, все настроены исключительно патриотически. Что касается Русской Православной Церкви, она всегда
на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим народом. То же самое происходит и сегодня. Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоотношениях с конфессиями, с нашими традиционными конфессиями, заключается в том, что мы не только внешне, но мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они у нас, может быть, гораздо более в свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считают себя демократическими. Мы никогда не оказываем никакого давления. Мы считаем, что мы перед ними в долгу, потому что за советское время их имущество разбазарили, вывезли за границу, распродали там, и так далее, и так далее. То есть нанесли большой ущерб религиозным организациям, в том числе и Русской Православной Церкви. Мы стараемся поддержать все наши конфессии, но мы не вмешиваемся в их работу. И, наверное, такого никогда раньше и не было, чтобы, с одной стороны, был общий такой патриотический настрой, связанный с развитием страны и внутри нашего государства, и связанный с поддержанием наших интересов вовне. Но при этом мы предоставляем полную свободу их деятельности. И вот такое взаимоотношение, такая ситуация, мне кажется, приносит нужный нам результат. Так, хорошо. Кубат Рахимов. Кубат Рахимов, Кыргызская республика. Уважаемый Владимир Владимирович, Россия действительно безусловный лидер нового антиколониального движения. Также во всем мире широкий отклик получает приверженность России традиционным консервативным ценностям. Но за время работы нашего Валдайского клуба мы увидели очень серьезный запрос на социальную справедливость, на справедливую организацию общественных отношений. Как вы это видите и чем могли бы мы быть полезны как эксперты Валдайского клуба? Это первый мой вопрос. Второй вопрос. Как вы оцениваете перспективы переноса столицы Российской Федерации в центр страны, фактически в центр Евразийского континента, для того, чтобы быть ближе к странам Шанхайской организации сотрудничества? Спасибо. Что касается более справедливого устройства, социального устройства в России, то у нас по Конституции Россия является социальным государством. И, конечно, все, что мы делаем, все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач. Вот здесь можно говорить часами, времени даже сегодняшнего дня будет недостаточно. Все, что мы делаем, направлено именно на это, на решение социальных задач, которые стоят перед российским государством. И у нас их очень много, в том числе много нерешенных задач. Я уже об этом говорил, еще раз повторю. Значит, нам нужно развивать экономику и на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования, технологического развития, менять структуру нашей экономики. Структурные изменения самое главное. Но будет меняться рынок труда, и в этой связи, конечно, мы должны подумать о тех людях, которые будут высвобождаться со старых мест работы, давать им новые компетенции, проводить переобучение и так далее. Поэтому, что касается Валдайского клуба, здесь собираются эксперты самого разного направления, и если на экспертном уровне нам будут подсказывать тенденции развития по ключевым направлениям, мы, конечно, были бы благодарны для того, чтобы иметь в виду ваше мнение при строительстве наших планов, учитывая вашу позицию по этим тенденциям, о которых я сейчас сказал. Потому что, понимая, что будет завтра, нам можно и нужно строить политику сегодня. По поводу переноса столицы, да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то в столицу, и неоднократно это было в истории российского государства. Россия, исторически, ментально, центр России всегда ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости, есть проблемы развития столицы, как мегаполиса. И должен сказать, что они
под руководством команды действующего мэра Собянина, они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, ну они и сейчас отчасти нарастают проблемы, связанные с транспортом, с развитием социальной инфраструктуры и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень многое сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжают в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень многое сделано для развития города в последние несколько лет. Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве, она существует. И так же, как в некоторых других странах, я, например, сторонник делать так же, как в некоторых других странах, а именно децентрализовать вот эти полномочия и компетенции центральные, столичные в других регионах России. Ну, например, мы судебный центр создаем в Петербурге. Там уже Конституционный суд работает, есть планы и конкретные планы строительства Верховного суда. Ну, делать это нужно не спеша, спокойно, создавая и судебному сообществу благоприятные условия для работы, в том же самом Петербурге. И мы будем делать это без всякой спешки и суеты. Некоторые крупные компании, которые, скажем, работают на самом деле в Сибири, а центральные органы управления имеют в Москве, могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Это, кстати, и происходит. Русгидер, например, там обосновывается в Сибири, по-моему, в Красноярске они там, по-моему, штаб-квартиру свою оборудуют. И центральные органы власти могли бы так некоторые быть рассосредоточены по территории Российской Федерации. Это пойдет только на пользу и самой системе управления, и тем регионам, где они будут появляться. Спасибо. Так, Иван Тимофеев. Владимир Владимирович, добрый вечер. Иван Тимофеев, Валдайский клуб. Вопрос у меня следующий. В отношении России за последний год введено беспрецедентное число санкций. Вы упоминали заморозку наших резервов в Европе на 300 миллиардов. К этому можно еще добавить на десятки миллиардов заморозку собственности наших граждан и наших организаций. Кстати, там планируют конфисковать эту собственность, сейчас разрабатывают соответствующие механизмы. Ну и помимо этого много всего еще, и финансовые ограничения, запреты на поставки в Россию товаров, технологий, запреты на поставки нашей нефти, манипуляции с газом и так далее, и так далее. Мы все это хорошо знаем, и вы это упоминали в своем выступлении. Ожидалось, что наша экономика этого не выдержит. Она выдержала. Во многом это произошло потому, что экономика остается рыночной. Она остается гибкой, она остается адаптивной. Бизнес ищет новые рынки сбыта. Там, где это возможно, ищет пути импортозамещения. Правительство делает целый ряд шагов для того, чтобы бизнесу помогать. Но с учетом экстремальных условий внешнеполитических и тех самых санкций, может быть, настало время пойти по пути дальнейшего дерегулирования экономики. Вы упоминали децентрализацию, сократить число проверок, сократить регуляторную нагрузку. Я был бы очень рад услышать ваше мнение по этому вопросу. Это связано, это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить эти количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Значит, вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. И мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год. Значит, что касается регуляторики, да, то вот эта гильотина административная, как мы говорили, она привела к тому, что свыше, по-моему, там 1000 актов отменены, а на их место пришло, по-моему, где-то меньше 500 новых.
надеюсь, современных, там 400 с чем-то новых актов, регулирующих хозяйственную деятельность. Вот поэтому будем и дальше по этому пути идти. Конечно, за исключением тех видов производства, которые связаны с известными рисками для потребителей. Ну, это, мне кажется, для всех понятно. Но и здесь постараемся строить работу таким образом, чтобы эти все регуляторные функции, проверки, они носили точечный характер, не мешали бы работе предприятий, бизнеса в целом. Вы правы абсолютно. В ответ на всевозможные ограничения, которые вводятся в отношении России и ее экономики, вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено обрушить российскую экономику. Это не получилось. Да, она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой. Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления, виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше тех предприятий, которые еще совсем недавно, казалось, не могут существовать без западного присутствия. Легко, практически по всем направлениям. Да, мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода. Мы понимаем, что мы не можем все производить. Но вы знаете, как я сегодня с утра еще с некоторыми коллегами разговаривал, перед тем, как к вам приехать, естественно, я же со всеми там переговорил в правительстве, в Центральном банке, в администрации. Все-таки наши эксперты считают, что вот пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, на более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть в том числе, а может быть прежде всего, разбюрокрачивание и работа бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности. Так, Александр Андреевич, вас не обойдешь. Владимир Владимирович, очень часто иностранцы спрашивают нас, ну что вы, России, можете предложить сегодняшнему миру? Где ваши нобелевские лауреаты? Где ваши великие открытия, индустриальные, научные открытия? Мои коллеги часто отвечают, что ну как же, а великая русская культура, а Пушкин, а Рублев, а иконопись, а дивная русская архитектура. Но они говорят, ну все это ведь в прошлом, а сегодня? И вот когда я сегодня слушал вас, мне открылось, что может Россия предложить сегодняшнему миру. Россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости, потому что эта религия, это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву. Она по существу одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведет эту борьбу за справедливость. Это огромный вклад сегодняшней России вот в контекст мировой цивилизации, мировой культуры. Потому что даже вот те прежние традиционные ценности, о которых мы говорили, и тот же Рублев, русская иконопись, и та же восхитительная русская архитектура, новгородско-псковская, и изумительный золотой и серебряный век, все они говорили о справедливости. В недрах русской цивилизации лежит справедливость. Так вот, может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию религией справедливости?
У нас 4 традиционных конфессии, нам достаточно. 5-я будет. Вот. Это первое. Это шутка, конечно. Значит, по поводу того, чтобы что-то сделать, вы знаете, значит, я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть, с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы такой настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова. Вот. Нужно ли нам что-то специально кому-то презентовать? Вот в этом я не уверен. Вы знаете что? Ведь вы сейчас сказали о том, что мы там жертвуем чем-то в интересах многих других народов. Я вот здесь с вами поспорю. Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах. Это прежде всего укрепление финансового, экономического суверенитета. Оно будет составлять, будет основой, фундаментом для нашего будущего развития. Технологического, образовательного, научного. То, что есть там или нет нобелевские лауреаты, значит, вот Алферов свое изобретение сделал когда? Значит, через там 30 лет или сколько ему дали нобелевский лауреат. Ну разве дело в этом? Вот бывшему президенту Соединенных Штатов дали, значит, нобелевского лауреата. Ну это что, показатель каких-то достижений? При всем уважении и к Нобелевскому комитету, и к обладателю, значит, этой замечательной Нобелевской премии. Разве только в этом показатель состоит? Значит, наука развивается. Мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное, заметное обновление научных кадров. У нас наука становится одной из самых молодых в мире. Да, конечно, те же Штаты, имея в виду свои конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, там как пылесосом вытаскивает все со всего мира, в том числе научные кадры и творческие. Это понятно. Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар как на мировую валюту. А это тоже будет происходить. Происходит уже сегодня. Вот, понимаете, и вот то, что мы делаем, оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Но вот западные наши так называемые партнеры все делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить ее как-то, проигнорировать ее интересы. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и прямо скажем так, мужественно, вот сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах российские флаги. Сейчас. В Латинской Америке то же самое происходит. В Азии у нас очень много друзей. И нам ничего не нужно никому навязывать. Просто очень многие люди, и политические деятели, и рядовые граждане, они устали жить в условиях какого-то внешнего диктата. Все уже надоело. И когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться. Владимир Владимирович, сейчас про науку много говорили в этот раз. На мой взгляд, была одна из самых интересных сессий как раз о том, как в этих условиях развивать науку и технологии. Поэтому вот Руслан Юнусов сидит в зале, как раз очень интересную нам картину нарисовал.
Спасибо. Я представляю сегодня Росатом и Валдайский клуб. Владимир Владимирович, вот вы действительно сказали про науку правильные слова. Мы видим, что за последние 20 лет поддержка науки серьезно в России выросла. Вот программа мегагрантов позволила запустить много десятков современных лабораторий в России, мы это видим. Однако, с другой стороны, что мы видим, вот как ученые? Мы видим, что большинство профессоров, которые открывали эти лаборатории, так и не приехали жить в Россию и работать на полной ставке. И можно даже понять, почему тяжело конкурировать. Тут у тебя мегагрант на 5 лет, а тут у тебя профессорская позиция пожизненная. Это действительно вопрос. А с другой стороны, действительно, мы вчера обсуждали на сессии, китайские коллеги за последние 20 лет совершили действительно колоссальный рывок в науке. И сегодня они занимают, не просто вернули ученых, они их вернули, они занимают первые места во многих направлениях. Вот мы занимаемся квантами, и я хочу сказать, что мы знаем, что самый мощный квантовый компьютер сегодня находится в Китае, а не в США. Максимальное количество патентов публикуется в квантах Китаем, а не США. Но с другой стороны, конечно, в России мы тоже имеем программы, которые объединяют множество лабораторий. Тот же самый квантовый проект, квантовый компьютер, это 20 научных групп, 15 вузов, университетов, институтов, академий наук. Но у нас 5 лет планирования. Я вот думаю, сегодня мы столкнулись с усилением давления. У нас действительно вызов научно-технологическому суверенитету. И, может быть, это самое правильное время начать формулировать стратегические проекты и горизонт сделать 10-20 лет. Спасибо. Да, чем выше горизонт, тем лучше, чем дальше горизонт, тем лучше, это я с вами согласен. Надо посмотреть на положительные примеры других стран, наших друзей, партнеров, в том числе Китайской Народной Республики. Там очень многое сделано за последние годы под руководством председателя Си Цзиньпиня. Он этому уделяет большое внимание, не только развитию науки, но Китая в целом, экономики Китая, повышению уровня благосостояния китайского народа. Я это знаю, мы с ним в хороших дружеских отношениях. Вот. И то, где они добиваются реальных результатов, конечно, может быть предметом нашего изучения и внедрения в нашу практику. Что касается мегагрантов, то они действительно сыграли хорошую положительную роль. И следующий этап, который мы сейчас реализуем, это не просто исследование и создание отдельных лабораторий, это создание научных сообществ молодых ученых. И в этом, собственно говоря, будущее этих мегагрантов. Я согласен с теми, кто инициировал этот процесс. Мы это делаем. Да, Андрей Александрович? Вот, значит, и будем продолжать это делать. Вы сказали, что никто не приехал. Некоторые приезжают и работают здесь. И даже формально числятся где-то там за границей. Большую часть времени проводят в России. Таких немало. Это и наши бывшие соотечественники, и не только бывшие, а соотечественники, которые там где-то числятся на работе, но приезжают работать к нам постоянно. Вы знаете, мир науки, так же как мир искусства, он не терпит искусственных границ и ограничений. Люди должны чувствовать себя свободно, и мы не будем никого здесь запирать. Но мы будем приветствовать всех, кто хочет работать в России. В целом у нас это получается, и мы будем дальше идти по этому же пути. Увеличить горизонты планирования, ну, наверное, вы правы, хотя у нас, сколько, на 5 лет сейчас мегагранты, да? Ну, можно, конечно, их и продлить. Это вопросы, конечно, связанные с бюджетным финансированием, но это можно сделать. Во всяком случае, сегодня мы можем расширить эти горизонты. Хотя вот то, что вы сказали по поводу того, что где-то там человек работает, занимает какую-то должность профессорскую, и это пожизненно, далеко не везде. Почему? Вы же сами ученые, вы знаете, там контракты заключили на несколько лет, контракт закончится, до свидания, будь здоров. Поэтому там тоже это все не на всю жизнь. А вот жить в пространстве своего родного языка, своей культуры, это на всю жизнь. Поэтому эта свобода выбора должна быть предоставлена и детям культуры, и научным деятелям. Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это непростой процесс. Мы идем по этому пути, добиваемся результатов и будем дальше по нему двигаться. В том числе, наверное, вы правы, и расширять горизонт планирования.
Так, Ван Вэнь. Thank you. My name is Wang Wen, a professor from Chongyang Institute, Renmin University of China. Actually, this time I'm visited Russia more than 20 cities, and I wrote a lot of articles to tell Chinese people a real Russia, because in China there are a lot of people, they care about Russia, and especially care about you, your safety. And so my question is that, because I know you maybe will have a lot of pressure and a burden, and do you feel scared or nervous or anxiety, especially under the threat from the West? And so did you create a new Russia, or Russia destiny create you? So, so I think that the second question is that what do you want to say to Chinese people, and what's your comments on the past 10 years Russia and China relationship, and what's your predictions and expectations on the future of Russia and China relationship? Thank you so much. Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Вот это самое главное. И в этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, она формирует любого человека, в том числе и меня, конечно, это так. Что касается, что мы должны кого-то бояться, конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал: боюсь, 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 боюсь. Но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны. Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай самый крупный наш торгово-экономический партнер. Мы работаем практически, ну не практически, а действительно во всех сферах. И в военной сфере учения постоянно совместно проводим. В военно-технической сфере. Причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было. Мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия. И в области экономики, конечно. Ну, самый большой товарооборот России – это с Китаем. И он растет. Причем растет очень быстрыми темпами. И темпы это были набраны еще до всяких ограничений и перераспределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом, он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпинем, по определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем. Мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали. Что касается нашего отношения к Китаю, ну, мы относимся как к близкому другу Китая, китайскому народу, с большим уважением к его культуре и к его традициям. И уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперед. Владимир Владимирович, по поводу страхов, вот профессор Ван сказал, в этом году, когда с весны еще как-то вот ядерный фактор возник, и вы так указывали на его наличие, и вообще
Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. Понятно. Спасибо. Мохаммед Ихсан, пожалуйста. Professor Mohammed Ihsan from Kurdistan region of Iraq. I'm so glad to be here, Mr. President, really. I have one direct question for you. The topic of the session is post-hegemonic world justice and security for everybody. Do you think at this stage, Kurds in 4 parts of Kurdistan, they are going to have better security and more justice for their future? If you don't mind to elaborate more. And as you mentioned that in Central America and in Africa, Russian flag is everywhere. You have people who loves and who support Russia. Be sure also in Middle East you have a lot of supporters and a lot of lovers for Russia and mainly for President Putin. Thank you. Спасибо за завершающую часть вашего выступления. Флаги присутствуют и в европейских странах, и в Штатах, кстати говоря, тоже. Там у нас много сторонников. Кстати, в Соединенных Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей. И они с нами, мы знаем об этом. Но что касается курдов, я уже говорил, не примитивно к курдам, а в целом ко всем народам. Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов. Только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. В том числе это касается и судьбы курдского народа. Так, прошу дальше. Вот господин Старыш, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ага. Спасибо. Добрый вечер. Константин Старыш, Республика Молдова. Я представляю парламентскую оппозицию. Разумеется, оппозицию, поскольку наша власть на беду нашей страны и нашего народа пока предпочитает какие-то иные маршруты для своих зарубежных поездок. В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе почти полностью. Но речь не об этом. У меня есть вопрос, но сначала поручение. Вы так хорошо, Владимир Владимирович, говорили о своей семье, что я рискну. У меня 2 детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. И я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гавриила из Кишинева. Теперь вопрос. Вы в своем выступлении говорили о неизбежности появления новых моделей взаимодействий между странами и регионами. Может быть, в этом контексте имеет смысл вернуться к той идее, которую вы озвучили еще в 2001 году, о едином экономическом, гуманитарном, культурном пространстве, которое будет тянуться от Владивостока до Лиссабона. Для нас, молдаван разных национальностей, такая постановка вопроса очень бы устроила, поскольку нам всегда очень трудно выбирать между добром и добром, между Европой и Россией. И для нас это был бы очень перспективный проект и как бы и свет в конце туннеля. Но возможно ли это? В том мире, который мы собираемся построить, в мире постконфликтном, в мире, в котором уже не будет гегемона, глобального полицейского и доминирующей державы. Благодарю вас. Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического, да и региона с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте, от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней. Это же не наша идея, это идея, правда, тогда говорили до Урала,
это я же потом трансформировал эту идею французских наших коллег и бывших французских лидеров до Владивостока. Почему? Потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры. Вот это же самое главное. Поэтому сегодня, да, сегодня происходят вот эти сложные, тяжелые, трагические события. Но в целом, почему нет? В целом, возможно такое себе представить. Но мне кажется, что так или иначе это будет происходить. Я же говорил о Евразии в целом в своем выступлении. Я же говорил о Евразии в целом, включая и эту европейскую часть. Вы знаете только, что очень важно? Очень важно, чтобы действительно, хочу опять вернуться к своему выступлению, чтобы вот эта европейская часть вернула себе правосубъектность. Вот, ну это же, ну как разговаривать с тем или другим партнером, если он ничего не решает? И по каждому поводу должен позвонить в Вашингтонский обком и спросить, что можно сделать, а что нельзя. Ну это же по факту жизни так и происходит. Я помню очень такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались. Ну, приехал один из лидеров. Вот я с ним встречаюсь. Договорились, что мы будем делать. Как мы будем делать? Конкретно вот это сделаем. От нас из Москвы полетел в Вашингтон. Вернулся в Париж. Все забыто. Как будто и не было никаких договоренностей. Ну, как разговаривать? О чем? А там конкретные были прямо договоренности, вплоть до того, куда там флот подвинется, что мы будем делать, как мы согласуем. Мы против, что ли? Мы за и согласились. Договорились. Ну, а как разговаривать-то? Ну, что тогда с ними разговаривать? Тогда лучше прямо звонить в Вашингтон. Вот и все. Я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? Конечно, Европа защищает свои интересы, там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон взорвали газопроводные системы. Это же не наши. Они общеевропейские. Там в Северном потоке-1 5 европейских компаний представлены. Ну и что? Все молчат. Как будто так и надо. Еще хватает наглости, еще там показывать. А может, это Россия взорвала? Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это. Вот опубликовал же, по-моему, «Газпром» даже снимки 2016 года, когда под газопроводной системой лежит американского, по-моему, производства взрывное устройство. Сказали, что потеряли в ходе учений. Ну, и потеряли так, что прямо под газопроводную трубу значит, зашло это взрывное устройство, которое, по-моему, было предназначено для уничтожения подводных мин. Слушайте, ну прямо вот фотографии. Нет, ведь мировые СМИ даже не транслируют это. Никто не повторяет. Все это умирает на корню. Нигде нет. Ни в интернете, ни в телевизионных экранах. Ничего нет. Это тоже использование монополии в средствах массовой информации для того, чтобы продвигать нужную информацию и убивать все, что им мешает. Но это же есть. Ну, вот все молчат. Вот поэтому, конечно, нужно создавать это единое пространство во всех смыслах от Лиссабона до Владивостока. Но это можно делать только с теми, кто имеет право голоса. Я не хочу ничего не провоцировать, ничего никого обижать. Но это такова практика, такова реалии жизни сегодняшней. Вот. Но это, тем не менее, на мой взгляд, в исторической перспективе это возможно. Я уже упоминал об этом, сейчас еще раз скажу. Мне когда-то Гельмут Коль сказал, что вот Штаты займутся когда-то своими делами, в том числе там, в Латинской Америке. Азия будет мощно развиваться своим путем. Если европейская цивилизация хочет сохраниться как центр, какой-то мировой центр, то, конечно, нужно быть с Россией. Вот такова была позиция Гельмута Коля. Сегодняшнее руководство Федеративной Республики, видимо, придерживается других взглядов. Но это выбор европейских стран. Но я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас там в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы
точно к этому не имеем никакого отношения. Ну, да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия, понимаете? Это, помните, как в известном фильме? Эту церковь там... Часовню какого-то там 12 или какого века. Тоже мы разрушили. Но, слава богу, нет. Значит, но вот хочу вас проинформировать. И это то, что я скажу, что называется чистая правда. Мы когда вели переговоры с представителями правительства Молдовы по поводу поставок газа, по поводу цен на газ, «Газпром» занял абсолютно прагматичную рыночную позицию по контракту с Молдовой на поставки газа, природного газа. Значит, молдавская сторона не согласилась с позицией «Газпрома» и настаивала на ценовых преференциях. «Газпром» уперся. Значит, потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает, значит, свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему, ну, что-то цены, хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут. Какой в этом смысл? Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению. И «Газпром» пошел навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдовских условиях. На условиях молдавской стороны, молдавского правительства. Там много деталей, я просто не хочу утомлять аудиторию, потому что кроме вас это никому, наверное, не интересно. Ну, там связано с долгами, связано с текущими платежами, с предоплатой определенной. Но в целом по ценовым параметрам полностью пошли навстречу молдавской стороне. Ну, платить надо, конечно. Но это же само по себе, мне кажется, очевидным является. Почему дело довели до того, что света нет в Молдове? Но это уже, извините, это не наша проблема. Владимир Владимирович, вы вот про Европу вспомнили. Месяца 2 назад был такой интересный, или даже меньше, интересный эпизод, когда оказалось, что когда вы незадолго до начала боевых действий разговаривали с президентом Макроном, у него в кабинете сидели журналисты, и по громкой связи все это транслировалось, они все это записывали. Ну, такая несколько необычная форма, ну, ладно. Вот вы к таким вещам, это не первый раз, вы к таким вещам как относитесь? Отрицательно. Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств. Их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом здесь нет ничего предусудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации. Но просто тогда об этом нужно предупреждать. Вот и все, ничего не Вас страшного. не предупреждали? Ну, конечно, нет. Наоборот, когда идут там телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, и всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат, или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило бы. А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии гость. Thank you. Mr. President, I like your speech so much because I think your speech really bring the spirit of building together, building stronger, something like that, like the tagline for the G20. So we are looking forward
to your visit at G20 next month. What I'm going to ask you is about the title. The title today is Post-Hegemonic World, Justice and Security to Everyone. I wonder because President Sukarno, our president, in 1955, already said that all these security alliances is dangerous to the world. You are in Security Council, China in Security Council. Do you think you and China can just file this issue of, wipe out NATO, AUKUS, the Quad, of five-power defense arrangement, everything about it together? Is that possible? Number two, your fans in Indonesia is amazing. Everybody said "Ura" all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Да, с удовольствием. Такой красивой женщине, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. И президент Фидодо, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на 20-ку. Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Но, может быть, и я поеду, я подумаю. Вот. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае дружить против Китая. Мы просто не поддерживаем это попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Ну, надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, или для союзников в тех же Соединенных Штатах, у которых, как мы знаем, там отбирают контракты на поставку подводных лодок, там еще что-то такое. Просто еще ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Да. Только, please wait the mic. Mr. President, in a post-hegemonic world, what role you expect India to play? Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного ее состояния. Почти 1,5 миллиарда человек и заметные результаты развития вызывают и всеобщее восхищение, и уважение к Индии со стороны всего мира. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей страны, и вот это его тезис «делай в Индии», он имеет значение. И экономический, и моральный. Индия сделала огромные шаги в своем развитии. И, конечно, за ней огромное будущее. Индия не только вправе гордиться тем, что это самая крупная демократия, в хорошем смысле этого слова, но и гордиться темпами своего развития. Вот это чрезвычайно важная база, на которой развивается Индия. У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте
очень близких союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Премьер-министр Моди просил меня увеличить, например, в качестве примера. Ну, во-первых, растет товарооборот в целом. Но в качестве примера премьер-министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, насколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза. Это, значит, почти в 2 раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. У нас продолжаются взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. И премьер-министр Моди тот человек, один из тех людей в мире, которые в состоянии проводить независимую внешнюю политику в интересах своего народа. И несмотря ни на какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить, он, знаете, как ледокол, так и движется спокойно в нужном для индийского государства направлении. Я думаю, что за такими странами, как Индия, не только большое будущее, но и, безусловно, растущая роль в международных делах. Раз про удобрение речь зашла, я почему-то сразу вспомнил о Бразилии. Вот Игорь Гилов, где у нас там сидит? Вот здесь вот где-то. В Бразилии, кстати, мы договаривались о том, что и поставки удобрения будут нарастать, но, к сожалению, чуть-чуть сократилось. Не знаю почему, может из-за логистики. Там, по-моему, на несколько процентов сократились поставки удобрений. Так, ну он нас покинул куда-то, но неважно. Тогда я, собственно, спрошу, чего я знаю, он хотел спросить. А вот тут выбор у них, вот на днях буквально. Мы как? Лула, наверное, вернется. Вы же с ним в хороших отношениях? Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонaro. Мы не вмешиваемся в внутриполитические процессы. Вот это самое главное. Мы знаем, что в Индии, несмотря на острые политические, внутриполитические процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС, для нас это имеет принципиальное значение. Мы исходим из этого. У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке. Так оно и есть. И будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Владимир Владимирович, раз мы по БРИКС пошли, вот тут была инициатива буквально неделю-полторы назад, что Саудовская Аравия хочет присоединиться. Вы поддерживаете? Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС, но Саудовская Аравия – это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии очень большие планы, что очень важно, по диверсификации экономики. Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению. Я уверен, что они будут, имея в виду энергию и творческий потенциал наследного принца, уверен, что они будут реализованы, эти планы. Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, и таких как БРИКС, и таких как ШОС. Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС, и будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках. А сейчас вот на Западе пишут очень много, что Бен Салман из-за вас американцам хамит. Это неправда. Значит, Бен Салман человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить. И тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны. Вот и все. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию. И они будут отвечать тем же.
тем же будут отвечать и тем, кто им хамит. Так, Мохаммед Джавед. Да, а что касается нас, это вот, извините, пожалуйста, это полная чушь, потому что вообще и наследные принцы, и все саудовское руководство, они руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, значит, знаю, чем он руководствуется. Так? Он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной. Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей. Ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это. Это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот что важно. Вот наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет. То есть ему на шею тоже не сядешь? Нет, уж точно нет. Так, прошу. Thank you very much, Mr. President. I'm bringing a lot of respect and love from Islamabad, Pakistan. I'm Director General of Pakistan House, Mohammad Athar Javed. You see, I really appreciate your comprehensive and very incisive analysis of the situation. My question relates to a very important factor. It relates to also the pre-Second World War, where Jews were demonized and then later ignored the plight, everything relates to them were ignored by the Western Europe and United States. And in the end, a horrible Holocaust took place. Now there is a hate syndrome generated about Russians. You mentioned about Donbass, how the people were being treated. And I have witnessed myself in the United Kingdom, in the Scandinavian countries, there is a rise of neo-Nazism. And particularly, myself personally working on the project on this to assess the patterns. And what we are realizing that it is actually serious. Number one, is not being reported like the previous instances in the pre-Second World War. Number two is being like, I would say, like washing away totally. That means there is a need on the part of Russia to protect, as you said, the Russian language issue with the Russians outside Europe, outside Russia, and also to try to implement a counter design against the new Nazis, rise of new Nazis. It's a very serious threat. And the last component of this is, in Ukraine, is the recruitment of non-state actors from across different regions are being reported, very credible reports, in order to initiate a full non-state actors brigade to fight the conventional army to weaken the resolve. I think these needs to be addressed. I'd really like you to give your analysis, because this is very serious. Europe is facing rise of neo-Nazism. Thank you. Вы знаете, мне кажется, что одна из таких серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание даже националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и к нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях. И невозможно разделить
сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же. Вот в этом, на мой взгляд, их такая большая проблема на самом деле. И поэтому, когда я говорю, в том числе нашим западным так называемым партнерам, вы посмотрите, что делается на улицах Киева, там, других крупных городов, когда со свастикой тысячи людей ходят по улицам с факелом, там, с факелами и так далее. Да, у нас тоже возможно проявление неонацизма. Во всех странах он живучий, такая зараза живучая, но мы с этим боремся, а там на государственном уровне поддерживают. И это, конечно, проблема. Ее замалчивают, но она существует. И от этого никуда не деться. Потому что это есть. Ну а сами сегодняшние ура-патриоты в Украине, ими движет не это, не интересы даже, не идеи национализма. Все очень примитивнее, ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках. И для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им Запада приказывают. Обертывая это в националистическую обертку и преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, у нас, это я говорю об этом с сожалением. Там, и потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Но разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они вот прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают, но это зараза национализма живучая, а то, что она завязана на неонацизм, стараются или предпочитают не замечать. И это, конечно, огромная проблема и для самого украинского сегодняшнего режима, и для тех, кто их поддерживает, безусловно. Но мы не можем на это не обращать внимания и всегда будем указывать на это, в том числе как на одну из первопричин сегодняшнего кризиса. Так, господин Ким. Вот. Hello, I am Kim Hong-jong from South Korea. It's my second time to join the Baldai Club, and I learned a lot, and I thank very much for providing the chances to think many things. And I have some questions about the personal issues about the security. So I'd like to know your opinion or Russia's position on growing tensions actually between China and the United States over Taiwan, and North Korea's nuclear and missile development. And another question is about the combat against the climate change. Russia is very rich in the fossil natural resources, and so to speedy, transformation of the carbon neutral might contradict Russia's interest. What do you think about that? Thank you. Начну с последнего. Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности развития альтернативных видов энергии, в том числе водородной, в том числе и чистого водорода. И здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества. В том числе можно газ использовать. Здесь много возможностей. Это нас не пугает абсолютно. А наоборот, создает для нас стимулы для развития. Но в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии. Можно, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь мы в значительной степени имеем те преимущества, о которых я только что сказал. Нашим интересам это никак не противоречит. Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики. Забегание вперед
в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зеленой энергетики. Ну, как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода все, что связано с энергетикой зеленой? Ну, как это можно было сделать? Вот это в значительной степени, именно это лежит в основе сегодняшнего энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями. Потом на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозможно. Получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом бум. А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой? И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Чего отказываетесь? Вот у нас осталось после взрыва северных потоков. Одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чем? Не хотят, не надо. Значит, что касается зеленой энергетики, повторяю, должно быть все подготовлено своевременно. Вот системные меры, ограничивающие развитие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьезному кризису. Ну, финансирования нет, банки не дают кредитов, не только значит, там, европейским. И в Штатах то же самое происходит. Почему там ограничено? Да? Причем банки не дают, не страхуют, землю не выделяют, значит, транспорт не строят для нефти и газопередачи этих продуктов. И это продолжается годами. Существенное недофинансирование отрасли привело к дефициту. Вот и все. Вот, значит, из запасов Штаты выделяют там, нефть, из стратегических. Ну хорошо. Но их же надо будет потом пополнять. Эксперты рынка-то это понимают. Но сегодня взяли, забрали из стратегических запасов. Но завтра же надо будет закупать. Мы слышим, ну, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придется покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Но мы-то здесь при чем? Это системные ошибки в сфере энергетики тех, кто должен об этом думать и заниматься этим. Вот это первое. Второе, по поводу Северной Кореи и того, что касается Тайваня. Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции. И она у нас не меняется. И вот все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Но давайте уж совсем уж так по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, это трагедия на Украине. Да? Весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие, там миллиардами боеприпасы поставляют на Украину. Борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, так, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия? В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто. Но и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и все. И самоуверенность. Вы понимаете, в чем дело? Самоуверенность и чувство безнаказанности.
Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий. Теперь, что касается... Наша позиция понятна, я ее изложил. Значит, теперь, что касается ядерной проблемы Корейской Народно-Демократической Республики. На мой взгляд, эта проблема тоже ведь, знаете, в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились, был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила, по сути, северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей. Но Штаты же это сделали. Ввели там санкции дополнительные, начали что-то ограничивать в сфере финансов, банковской деятельности. Хотя была договоренность этого не делать. Зачем? Тоже не очень понятно. У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах. Это всем хорошо известно. Мы будем придерживаться согласованной позиции. Кстати говоря, вот, что касается вопросов гуманитарного характера и подобных вопросов, здесь тоже нужно как бы понимать, в каком состоянии находится экономика Северной Кореи, каковы потребности рядовых граждан, и не закручивать гайки, а исходя из гуманитарных соображений решать определенные вопросы. Нам также известно, что у нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили его сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание. Владимир Владимирович, раз уж вы сами сказали, что мы тут по-семейному. Да, значит, через Польшу. Через Польшу. По-семейному. Приоткройте завесу тогда нашему семейному кружку. Много спекуляций было. Вот вы когда в начале февраля были в Китае и встречались с председателем Си, вы его предупреждали о планах специальных? Нет. А он потом не высказывал вам обиду, что не поделились по-дружески? Ну, вы знаете, это китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо. Это самодостаточный лидер мирового масштаба. А потом у нас нет такой необходимости в этом. Значит, мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика. Поэтому Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эти ситуации. Так же, как и видит то, что происходило на Донбассе в последние 8 лет. Прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году. Конечно, Китайская Народная Республика, руководство Китая выступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который имеет место быть на Украине, мирным путем. И мы с уважением относимся к этой позиции. Так, ну тогда Нельсон Вонг, наверное, раз уж мы... Нельсон вот сидит.
Thank you. I'm Nelson Wong from Shanghai, China. It's a real honor, Mr. President. In your remarks, you mentioned that the rule-based order that was often used and that is still being used by the West, they come from nowhere, which is actually quite true, and this is also discussed quite frequently over the past 4 days in our discussions. So my question to you, Mr. President, is that looking forward, we are actually moving into a time without superpower, which was the topic of the first day of this year's discussion. So since the US, as the only superpower, is losing its control, and we're moving into a new era, this is not only the beginning of the end of the US superpower, but already we are in the process. So, in a new phase, I believe we also need to have some rules. So if we are ever going to have any rules, what, in your opinion, Mr. President, are the most important? Of course, it's not there yet, but for argument's sake, what would you think would be the most important when it comes to setting up a new set of rules? Thank you. Почему же таких правил нет? Они есть. Они заложены в устав Организации Объединенных Наций. И эти правила называются международное право. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах. Устав Организации Объединенных Наций зафиксировал сложившееся соотношение сил после Второй мировой войны. И, конечно, мир капитальным образом меняется, изменился. Растут такие гиганты, как Китай, как Индия, как Индонезия, с большим количеством населения. В Африке такие страны огромные. Значит, возникают, развиваются по 200 миллионов населения человек. Вот. В Латинской Америке мир меняется. И, конечно, и нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, который складывается в реальной жизни в мире. Вот. Но делать это надо спокойно, не спеша, по понятным принципам, значит, а не кем-то выдуманным правилам. Я же вот говорил в выступлении. Да и кто читал-то этих правил-то? Говорят о каких-то правилах. Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Ну, чушь какая-то просто. Для идиотов, что ли, это все говорится? На какую-то широкую публику, людей, которые даже и читать-то как следует не умеют. Какие правила-то? Кто с ними работал? Ну, бредятина просто, и все. Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят, бесконечно, и все. Значит, а тем, кто не соблюдает, против них будут вводить какие-то там ограничения и санкции. С Китаем ведут там торговую войну и так далее в связи с этим. Указывают на то, что Китай должен делать в отдельных своих провинциях, регулировать, как там должен отношения, на соблюдение прав человека. Это инструменты в борьбе с Китайской Народной Республикой. Причем инструменты недобросовестной конкуренции. Вот это что такое. Боятся растущей мощи Китая. И вот из-за этого все происходит. Вот выискивают там и права человека, там, и отдельные регионы Китая, значит, ставятся под раздачу этих, значит, решений текущих вопросов экономического и политического характера. Только в этом, смысл только в этом. Борьба с Китаем как с растущим конкурентом. И придумываются всякие инструменты.
Что может лежать в основе? Соблюдение интересов, открытость и общие правила, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Нужно вот этого баланса интересов достичь, восстановить его, этот баланс интересов, и следовать этим нормам. Но делать это, мне кажется, нужно публично, а не закулисно, не в интересах одной страны либо группы стран, а в интересах всего международного сообщества. Владимир Владимирович, не уходя от Китая и немножко к предыдущему вопросу по поводу энергетики, зеленой и прочей. Ну, понятно, что европейский рынок энергетический, видимо, в ближайшие годы закроется для нас совсем. Ну, есть такая вероятность. Мы готовы быстро построить инфраструктуру для азиатских рынков. Ну, вы знаете, мы же это делали не исходя из сегодняшней конъюнктуры. Мы делали это давно. Ну, «Силы Сибири» же построена не в связи с событиями на Украине. Она строилась потому, что мы отдавали себе отчет в том, что потребности наших друзей в Китае в энергетике растут, а у нас есть возможности эти потребности удовлетворить. Мы ведем переговоры и с Индией о различных способах доставки наших энергоресурсов на индийский рынок, с другими странами. Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ, они пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать дальше. Мы будем развивать это направление. Повторяю, даже не в связи с ограничениями сегодняшнего дня, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики. Ну, китайская экономика по паритету покупательной способности стала больше американской. Но это же факт. И потребности растут. Ну, почему же нам, тем более наши друзья, соседи, у нас замечательные отношения, общая граница, что же нам туда не поставлять-то? Так же, как в другие азиатские страны. И мы делали это и будем это делать. То сейчас фактически мы уже договорились о новой системе через Монголию. И Монголия заинтересована, и Китай. Значит, мы будем пускать наших друзей и партнеров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами, но они предпочитают уходить там, с нашего рынка, ну, флаг им в руки, пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле плохо, но это уходит с потерями причем. Кто хочет, пускай заходит. Но мы открыты для сотрудничества. И этот процесс будет продолжаться. Готовы мы к этому или нет? Да мы давно к этому готовимся, уже много лет. И будем продолжать этот процесс дальше. Я здесь не вижу вообще никаких непреодолимых препятствий, никаких таких вопросов, которые мы не смогли бы решить. Все будет решено. Так, коллеги. Так, вот там сзади я не вижу кто, две руки. Вот, да, самая высокая рука. Понятно. Алексей Дермант, Минск, Беларусь. Прежде чем задам свой вопрос, Владимир Владимирович, хотел бы передать слова поддержки от многих-многих белорусов. Я встречаюсь с ними часто на дискуссионных площадках, где мы обсуждаем в том числе Украину, события. Поэтому лично вам и России, которая ведет борьбу с нацизмом на Украине, горячая самая поддержка от граждан моей страны. Но вопрос я хотел бы задать следующий. Вот в связи с тем, что Запад, по сути, строит самые настоящие стены, устраивает блокаду, санкционное давление на Республику Беларусь и на Россию. В связи с этим очень большое значение сейчас приобретает коридор север-юг в логистическом, финансовом значении. И, конечно, важно его сейчас наполнять вот конкретными проектами, которые включают и Россию, и Беларусь. Но не кажется ли вам, что вот с ростом развития Азии, Востока в целом, нам нужно не только развивать инфраструктуру материальную, но и обратить внимание на культурно-гуманитарный аспект, чтобы у нас со странами Востока совпадали идеи, ценности и определенные взгляды на мир? Спасибо.
Вы правы, но мы так и делаем. И даже не потому, что кто-то строит стену со стороны Запада. Мы так всегда делаем. Ведь смотрите, основная часть населения России расположена в европейской части. Но территория-то в значительной степени за Уральскими горами находится. Поэтому Россия – евразийская сторона. Мы всегда это помним, никогда об этом не забывали. Мы традиционно развиваем отношения с азиатскими странами. Ну а тем более сейчас, когда там наблюдается такой взрывной рост. Ну, не прямо сейчас, на протяжении нескольких лет уже. Мы же это все видим. Поэтому мы в значительной степени переориентировали уже наше сотрудничество с азиатскими странами. Ну, конечно, разве можно развивать экономические связи, не обращая внимания на гуманитарную составляющую? Но в известной степени Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. Мы всегда относились и относимся к этому с огромным уважением и вниманием, и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким. И, кстати говоря, и школы, значит, по изучению Индии, Китая, культура того и другого государства, народов этих государств, это тоже многонациональные государства, у нас очень высокий уровень науки по этим направлениям. Это всегда было традиционно для России, и мы будем это поддерживать в будущем. Так, дорогие коллеги, пошел 4-й час нашей работы. Да. Я думаю, что мы и так уже злоупотребили временем президента Российской Федерации. Один вопрос, есть еще какой-нибудь жгучий у кого-нибудь? Нету. Пожалуйста, есть. Прошу вас. Да. Ну, сейчас, поднимайте, пожалуйста, руку. Да? Прошу вас. Thank you, Chair. Philanim Tembu from South Africa, the Institute for Global Dialogue. Mr. President, you said that the West is not capable of unilaterally governing the whole of humanity, and that we need to build a symphony of human civilization. I'm interested in just an expansion of your thoughts on if we are to build a multipolar world order, on the importance of regional cooperation as a means of reinforcing and building the blocks of multipolarity. And then just a few words in terms of Russia's engagement with Africa, particularly related to the Russia-Africa Summit. Thank you. У нас очень добрые, традиционные, хорошие отношения с Африкой в целом, в том числе и с Южноафриканской Республикой. Еще со времен, как вы знаете, борьбы Африки за свою независимость, со времен борьбы с колониализмом. Вот эти абсолютно уникальные отношения сложились за те годы, когда Советский Союз, Россия поддерживала африканские государства в их борьбе за свою свободу. И вот этот фундамент наших отношений, сложившихся в прежние десятилетия, он, конечно, должен быть использован в новых условиях для развития многосторонних отношений с африканскими государствами и сегодня, в том числе и с Южноафриканской Республикой, которая является, как известно, очень активным и действенным нашим партнером и в рамках БРИКС. Мы дорожим этим, мы знаем возможности Южноафриканской Республики, мы знаем возможности и уверены в будущем африканского континента. И, безусловно, будем развивать наши отношения с африканскими странами. Причем с теми, с которыми у нас традиционные отношения сложились на протяжении прежних десятилетий, и с теми, с которыми они только складываются сейчас. Но что касается сути вашего вопроса и первой его части, ну, я, в принципе, мне кажется, ответил. Вряд ли смогу вот прямо в коротком ответе детализировать свою позицию, но нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию одной страны либо группы стран в отношении всего остального человечества.
И этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения. И не на словах, а на деле. Ведь что происходит? На словах все за равенство, за попытку, за поддержку африканских стран, скажем, и так далее. На словах все звучит красиво. А на практике что происходит? Ведь какие инструменты используются сегодня? Скажем, инструмент того же доллара, либо других валют, скажем, евро. Вот что происходит в практической жизни? Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние 2 года, и 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках. И Соединенные Штаты из импортера продовольствия стали покупать с мировых рынков продовольствия больше, чем продавать на мировые рынки. Начали скупать продовольствие за счет того, что печатность налог-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит. Мало того, что был неурожай в предыдущем году, да? Возник и пандемия, сокращение производства. Денег напечатали в борьбе с пандемией, выбросили своему населению. Началась скупка продовольствия. Цены пошли вверх, а страдает кто? Прежде всего страны Африки. Ну и отчасти Латинской Америки, Азии. Кто-то об этом думает? Ну, конечно, думают те, кто это делает. Плевать они хотели на эти последствия. Они решают свои интересы, не думая о тех последствиях, которые наступают для тех же африканских стран. А то же самое происходит по другой части продовольственного рынка, связанного с удобрениями. Ну, послушайте, ну как это можно, я уже говорил об этом, скажу еще раз. Ну как можно было принять решение о том, чтобы снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза. Ну они что, совсем с ума сошли, что ли? Но они же письменно выпустили это разъяснение. Ну как это можно себе представить? Но они же делают это. Без стеснения, без всего. Это что, соблюдение баланса интересов, что ли? Вот мы уже много раз сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать, но не отдают. В том числе африканские страны. Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно можете? Я думаю, что я там попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находят. 300 тысяч тонн. Это миллионы долларов там. Но отдайте беднейшим странам. Они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов? Ну, хотите бороться с Россией, флаг вам в руки, боритесь. Не хотите, чтобы мы получали дополнительный доход? Но мы же бесплатно отдаем. Дохода нет никакого. Отдайте развивающимся странам. Ваши действия способствуют только тому, что цены растут. Зачем вы это делаете? Ну, значит, заинтересованы в этом в чем-то. Зачем? Это что, баланс интересов? Как добиться того, чтобы отношения были стабильными? Надо добиваться этого баланса. Надо действовать в рамках тех норм, которые мы называем нормами международного права. Надо их согласовывать, так, и придерживаться. В том числе в финансовой сфере, создавать независимые системы международных расчетов, о которых я говорил. Ну, вот я конкретный пример привел, к чему ведет бесконечная эмиссия, неограниченная эмиссия основных валют. Она же имеет практические последствия, в том числе и прежде всего для развивающихся стран. Еще раз хочу к этому вернуться. Для того, чтобы мир был стабильным, нужно добиваться вот этого баланса интересов. Да, пожалуйста, вот здесь вот руку поднимали. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Ну дайте, пожалуйста, микрофон. Наталья, да? Кто там поднимал? Ну, пожалуйста, да, пожалуйста. Наталья Цезарь. Ага. Mr. President, two small questions. Это не Наталья. На Наталью не похоже, конечно. Do you think that the time has come for a deeper integration of the space of the ex-Soviet Union?
And my second question is, what is your message to the simple, average citizen of a Western country? If you had in front of you such a citizen, what would be your message? Во-первых, что касается интеграции, это вопрос очень тонкий. И здесь тоже мы должны добиваться именно того, о чем я говорил, применительно ко всему миру. Нужно добиваться баланса интересов. И делать это нужно профессионально, без всякой спешки. И последовательно. У нас есть определенные планы в рамках Евразийского экономического союза. Это касается снятия ограничений по важнейшим группам, товарным группам для полного обеспечения свободного движения товаров, финансов, капиталов и рабочей силы. И забегать вперед не считаю целесообразным, так как это было, скажем, в Евросоюзе, когда некоторые страны с определенным уровнем экономического развития попали в зону евро, а потом не знали, что с этим делать, потому что возникают проблемы, когда инструмент инфляции становится недоступным для регулирования ситуации внутри экономики. Я имею в виду, допустим, ситуацию с Грецией известную, да и с некоторыми другими странами. Поэтому мы вперед забегать не должны, но должны последовательно идти к реализации тех планов, которые намечены. Мы знаем, что мы должны в этом направлении делать, и будем это делать обязательно, учитывая интересы всех участников этого процесса. Значит, что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран и Соединенных Штатов, и Европы, хочу сказать самое главное. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия ваш друг. И мы на протяжении десятилетий все делали и готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения. Я в этой связи, вот сейчас мне в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства ваших стран. И в сфере энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и к дефициту энергоресурсов. Россия здесь ни при чем. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что происходит, и добиваться изменения экономической политики. Что касается политики международной политики, то, конечно, это всегда решение суверенных государств, но оно должно быть, безусловно, основано на мнении избирателей, рядовых граждан той или иной стороны. Но рядовые граждане должны знать, я закончу тем,
с чего начал, Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединенных Штатов. И мы знаем, что у нас, у России, там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным Западом, опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединенных Штатов. Владимир Владимирович, а призыв бороться за повышение заработной платы гражданам России тоже относится? Да. Прекрасно. Все услышали. Да, значит, и должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают несмотря ни на что, делают несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, значит, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже. И, имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать. В соответствии с имеющимися планами у российского правительства, надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом ключе перед собой ставим, будут решены. Так, друзья, я предлагаю, Владимир Владимирович, вы тут не командуете, тут я командую. Это как гегемонизм называется. Ну, что делать, еще не преодолели. Да. Коллеги, я предлагаю блиц в конце, значит, чтобы Наталья обиженная и еще там 2 вопроса, и на этом уже будем завершать. Ну, хорошо. Наталья. Владимир Владимирович, добрый вечер. Наталья Цайзер, Союз Африканская деловая инициатива. Я почти 15 лет занимаюсь развитием международных отношений и расширением контактов в сфере общественной дипломатии. И как человек, который строит мосты, мне важно всегда проецировать какие-то действия в будущем. Очевидно, что мы стоим перед неким новым историческим этапом, и когда глава текущих событий будет закончена, появится необходимость формирования новых или иных институтов международного партнерства. Причем речь идет, наверное, не о определившихся странах, а в том числе о странах, которые в силу своего геополитического положения не могут открыто высказать свои намерения и позицию. Владимир Владимирович, каким вы видите новый институт международного партнерства? Какой базис паритетов Россия готова предложить международному уровню? И какие механизмы, инструменты и лица необходимы для обретения новых союзников, партнеров, друзей не на декларативном, а на принципиально ответственном в своих договоренностях уровне? Считаете ли вы, что, может быть, нам есть смысл менять какие-то или выстраивать иные подходы в рамках международного партнерства будущего? Спасибо. Ну, вы знаете, у вас такой широкий вопрос, если его назвать вопросом, это как бы позиция. Я что хотел бы сказать? Ну, мне кажется, что я в целом уже ответил практически на то, что вы сейчас спросили. Мы можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. И это первое. Второе, нужно добиваться консенсуса при принятии их решений. И в-третьих, добиваться баланса интересов. В рамках каких институтов? Это прежде всего, конечно, универсальные международные организации. И номер 1 здесь – Организация Объединенных Наций. Так, Алан Фриман, пожалуйста, вот здесь вот впереди. Mr. President, I come from Canada, a NATO country, whose future Prime Minister's grandfather was a Banderista. We've heard the worldwide opposition to the stance of NATO and the many voices that exist in the global south. Those voices also exist in the north. They also exist in the collective west. Why don't we hear them? Because they are suppressed. Just look at what happened to Julian Assange. The media, the political elites, the academic elites have mounted an unprecedented campaign
which is racist and Russophobic, which intimidates people to prevent them expressing the full extent of their disagreement with what their governments are doing. And so you do not see here the full extent of the opposition that exists in Europe, in Canada, in the United Kingdom. You don't see it. What can we do to build relations between those in the collective West that are fighting what their governments are trying to do, and the support that exists in the global South and in Russia for Russia's courageous actions and position in world politics? Мне кажется, что никто не должен ничем жертвовать из набора своих национальных интересов. Нужно просто бороться за свои национальные интересы. И мы будем работать с вами в унисон. Мы, конечно, не погружены там в детали внутриполитической борьбы в странах коллективного Запада, о чем вы сказали. Мы не занимаемся такой работой вы знаете, наверное, лучше, чем я, с какой-то практически почти на уровне спецслужб работой с оппозицией. У нас могут быть, как делает Запад в отношении нас и в отношении нашей оппозиции. Значит, мы же знаем, там сотни миллионов, если не миллиарды долларов тратятся на поддержку оппозиции, причем по всем направлениям, разными каналами, уже что только не придумывают для того, чтобы как-то финансовые ресурсы направлять в Россию для этих целей. Не успеваем даже следить за этим. Но мы этого ничего не делаем. Но мы рассчитываем на то, и я вот об этом много раз сегодня говорил, по-моему, даже в своем выступлении, что сама наша позиция по фундаментальным вопросам развития международных отношений и просто развития обществ, она является привлекательной для большого количества людей, не только в мире в целом, но и в западных странах. Я только что ведь об этом сказал. Мы знаем, что у нас там очень много сторонников. И опираясь именно на этих сторонников, будем строить отношения со странами так называемого коллективного Запада. Со своей стороны могу только пожелать вам успехов в борьбе за ваши национальные интересы. Этого будет достаточно для того, чтобы сложились добрые отношения с Россией. Так, ну что ж, я думаю... Да, все-таки давайте последнее слово будет за мной, и я попрошу поднять руку любого из присутствующих, и я отвечу на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Ну, Габар Штир тогда, вот, пожалуйста. Да. Добрый день, господин президент. Как в начале разговора вы говорили о том, что в связи с того, что какие цели были, как вы оценивали ситуацию. И мой вопрос следующий. То, что 24 февраля вы думали о том, что через 8 месяцев еще СВО продолжается. И не только продолжается, но и обостряется ситуация. И кроме этого, в мире это многие уже опасаются начала Третьей мировой войны. И сюда один вопрос, что у меня один из любимых городов в постсоветском пространстве – это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать следующим летом или через 2 года? Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу. Да. Через 2 года тогда я должен спросить, российскую или украинскую визу? Вы знаете, Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом
нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с Российской Федерацией. Вот те, кто, а таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все. А что касается вашей возможной поездки в Одессу, то если без всяких шуток и шуточек, то я вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями, историей. И это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всяком случае тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий, хотя в центре вроде ничего пока еще сохранялось. Да, чуть в сторону, там уже все выглядело не так презентабельно. Но Одесса стоит того, чтобы на нее посмотреть. Ну, давайте завершающий. Ну, пожалуйста. Да, ну вот тогда Карлос Рон, все-таки Венесуэла, как без нее? Венесуэла? Да. Ну, хотелось бы, там, чтобы российские закончили. Ну, давайте. Российские? Да. Mr. President, well, greetings from Venezuela and from President Nicolás Maduro, your friend. You know, right now, about 30% of countries around the world are under some kind of illegal sanctions from the United States. You mentioned defending the principles enshrined in the United Nations Charter. Last month, the group of Friends in Defense of the Charter met in New York, and one of the issues they addressed was contributing to create a zone free of illegal sanctions where business can take place and we can be free of those impositions. What do you think Russia can do to help create this space, and how do you envision that this could happen? And if you have a message also for the people of Venezuela. Thank you. Знаете, Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, она и создает, собственно говоря, известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами. И здесь не нужно каких-то специальных решений. Просто вот сам пример того, что происходит, мне кажется, он является показательным. Вот сейчас коллега там спрашивал, какие мы сигналы готовы послать гражданам европейских, вообще западных стран. Я об этом сказал. Но сказал также об ошибках, которые были допущены политическим руководством западных стран в сфере глобальной экономики, в финансовой сфере, в энергетической, продовольственной. Но вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы ввели санкции. Она же один из самых крупных производителей нефти была до недавнего времени. Против Ирана ввели санкции. Против России ввели санкции. Значит, сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии. Хотят ввести ограничения по ценам на российскую нефть и газ. Но на каждом шагу совершают ошибку, которая ведет к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из примеров. А потом ищут виноватых. Но сами все своими руками делают, а потом ищут виноватых. Значит, но, тем не менее, Венесуэла
развивается. Есть большие проблемы, мы знаем об этом, но Венесуэла их преодолевает. Вот в отношении России ввели эти санкции, ожидали полного обвала российской экономики. Здесь уже в начале нашей встречи сегодня мы об этом говорили. Но этого блицкрига не состоялось против российской экономики. Что происходит? Вот смотрите, значит, инфляция у нас по году будет 12%. Ну, примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой 17%, вот в Нидерландах, в некоторых 21-23%, в 2 раза больше, чем у нас. Безработица 3,8%. Она меньше стала, безработица, чем в допандемийный период, была 4,7%. Значит, дефицит бюджета у нас, значит, в следующем году 2%, потом 1,4%, а еще через год 0,7%. То практически во всех странах еврозоны он выше. Государственный долг принципиально ниже, чем в еврозоне, либо в Штатах, либо в Британии. Значит, спад экономики у нас будет в этом году. Примерно 2,9-2,8% будет. Да? Но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне остается. Стройка, строительный сектор вырос более чем 5%, 5,1% за 8 месяцев текущего года. Значит, сельское хозяйство выросло в 2 раза. И тенденция нарастает. Значит, у нас увеличивается объем кредитования и корпоративного сектора, и сектора потребления. Пошел рост кредитования. Да, мы видели некоторые вопросы, связанные с оттоком денежной массы из банков, связанные с известными событиями. Деньги начали возвращаться назад. И правильно граждане делают, потому что чем держать под подушкой и терять деньги на инфляции, лучше иметь хоть какой-то процент в банке. Это совершенно очевидно. Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет. Но вот вы меня спросили, а что Россия может сделать для того, чтобы создавать условия для того, чтобы жить вне зависимости от этих санкций и устойчиво развиваться. Мне кажется, пример неплохой. Но и нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован. Добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много раз сказал. И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. Ну, давайте здесь закончим. Ну, наконец-то. Владимир Владимирович, мы, как я начал с того, что мы с большим нетерпением вас ждали, мне кажется, что мы уйдем крайне удовлетворенные и будем размышлять долго. Вот мне, сидя здесь, трудно, конечно, впечатления могут быть разные, но мне кажется, это одна из наиболее удачных наших дискуссий с точки зрения и покрытия тем, и общей атмосферы. Спасибо вам огромное, и мы очень рассчитываем, уже начинаем с нетерпением ждать вас через год. Я хочу выразить слова благодарности нашему модератору, ведущему, ну и, конечно, вас всех поблагодарить за интерес, с которым вы относитесь к отношениям с Россией. Я имею в виду, прежде всего, конечно, наших иностранных гостей. Ну, а всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете на этой площадке и, безусловно, вносите очень заметный, существенный вклад в те мозговые штурмы, которые так нужны, в том числе и для принятия решений на практическом уровне. Благодарю вас. Всего хорошего.